Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вторая часть обзора. Давайте рассмотрим инструменты, которые наиболее актуальны. Евро-доллар, российские акции, то, что может представлять интерес сегодня и на протяжении недели. Так, давайте с евро-доллара начнем. Дневной таймфрейм. По евро-доллару получается на текущий момент идет попытка удержания 1,1790. Вот этот уровень, вокруг которого вся эта светопляска уже бог весь сколько идет. Ну, смотрите, конечно, здесь на текущий момент есть формация, есть накопление, вообще есть все условия, которые указывают, что в ближайшее время, возможно, на этой неделе будет движение на 1,19. Но с учетом того, насколько непредсказуемо евро-доллар двигается в последнее время, а также с учетом того, что там есть определенные нюансы со ставками американских спекулянтов на рост евро, точнее на его отсутствие, я бы воздержался от использования в качестве торгового инструмента пары евро-доллар. Итак, друзья, дневной таймфрейм явно указывает о том, что должно быть движение на 1,19. Но вот это движение, оно должно было состояться еще вот здесь. Вот здесь вот оно пошло, и здесь далее его подрезали из-за того, что очень много участников, очень сложные процессы конкретно в этой паре. И мы вот увидели такую колбасню, которая уже длительное время, ну сколько, месяц. Вот месяц здесь идет непонятно что. Потому как вот это восстановление, которое здесь произошло, и движение на 1,19, оно должно было вести вот сюда, вот цель движения 1,2152. Но проблема, когда есть какой-то инструмент, их две проблемы. Первая — это ликвидность, потому что когда он не ликвиден, с ним непонятно, что делать. И второе, когда в нем очень много очень сильных и непредсказуемых игроков. Вот как в паре евро-доллар, соответственно, здесь из-за того, что такая многовекторность, они сшибаются постоянно, плюс куча роботов. И, соответственно, вот мы видим такие вот волшебные движения, которые они порой кажутся абсолютно непредсказуемыми. Так, друзья, ну поскольку у нас по нефти такое чудесное движение, мощное, поэтому давайте, наверное, уделим больше внимания нефтянке. Начнем с Роснефти, ее давно не смотрели. Дневной таймфрейм. Соответственно, здесь уже все готово для того, чтобы состоялся первый импульс движения. Это тестирование 568-570 вот этого диапазона. И, соответственно, следующий импульс движения — это переписывание максимума, который был ранее 587. Для этого, я считаю, сейчас созданы все условия. Единственное, только надо, чтобы удержался уровень 527. Вот если этот уровень не пробивается, то все пертурбации, которые здесь происходят, они ведут к тому, что на этой неделе мы увидим движение, цель которого будет вот сюда вот сходить, 568-570. Соответственно, пробой этого значения уводит к тому, что будет тестирование 505. Здесь у нее находится уровень, и, соответственно, она пойдет там набираться сил. Текущая динамика на рынке, цены на нефть указывают на то, что более вероятно развитие именно движения вверх. Так, друзья, далее Газпром. Давайте дневочку ставлю по Газпрому. Сейчас как раз вот идет самая такая жаркая пора. Цены на газ не подкачивают нас. И вот он начинает упираться. Пробитие 300, как только возникает пробой, очень быстро может быть выполнена цель 350-360. Он давно уже там не был, с 2008 года. Соответственно, как только здесь будет пробой, сразу его потянут очень быстро на то значение. Ну и здесь смотрите, друзья, на самом деле здесь прям четко вот нарисовался диапазон 290-300. Вот 290, 289,5, если мы удерживаем, не пробиваем, вот эта вся болтанка, расколбас здесь продолжается, и, соответственно, он набирает силы, пробивает и улетает наверх. Если здесь все-таки будет пробой вот этого значения, то, соответственно, мы увидим коррекционный откат, у которого цель движения будет 270. На текущий момент для такого движения никаких оснований нет. Здесь наиболее вероятно либо пробой и уход наверх, либо боковик в этом диапазоне, набор сил и потом уход наверх. Вероятность движения вниз с учетом
мировой конъюнктуры цен на газ она не высока. Однако здесь формируется такая картина, что после выноса и значительного движения наверх потом может наступить очень сильный коррекционный откат. Для этого все условия также созданы. Так, друзья, далее Норильский никель, конечно, в силу того, что происходит с нефтью, он не столь интересен, однако здесь зарождается восходящее движение. Соответственно, вот у него сейчас идет поджатие с целью пробить 24 тысячи. Как только 24 тысячи будет пробито, у него первая цель движения это 24 400 и потом 24 850. Соответственно, все вот эти движения, которые не приводят к пробою 23 700, они будут вести к тому, что по факту накопления отсюда будет открываться дальнейшее движение вверх и рост. Норникель на подходе, но слишком он тяжел, это раз. И сейчас, с учетом движения цен на нефть, все-таки, я думаю, больший упор будет на нефть и на газ. Так, друзья, далее Лукойл. Лукойл, судя по дневочке, находится в боковике, вот в этом диапазоне. Однако здесь четко прослеживается импульс. Цель по этому импульсу движения 6600. Ну и в идеале сходить вот сюда вот на 6850. Соответственно, здесь сейчас есть все условия для того, чтобы по факту удержания уровня 6250, если его не возникает пробитие, то уже на этой неделе наступившей, с учетом сезона ураганов, что мы по Лукойлу увидим движение, цель которого будет 6850. Так, друзья, далее вот меня спрашивали по поводу Северсталь, там 2 или 3 крупных брокера Инвестдома давали рекомендацию, кто-то, что она пойдет на 1900, кто-то, что она вообще пойдет на 2300. Вот. Но смотрите, с моей точки зрения, вот этот дневной таймфрейм действительно для Северстали есть в самое ближайшее время все условия для того, чтобы сходить вот сюда на 1800, прошу прощения. 1900 такое движение возможно, точнее 1880, но менее вероятно. Вот. И я не вижу на текущий момент никаких драйверов для того, чтобы развилось пробитие исторического хая и состоялось движение, там, не знаю, на 2100 или 2300. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с ценами на железную руду, на сталь. Соответственно, они зависят от того, какой спрос на стройматериалы, на железные конструкции. И если в самое ближайшее время получит выход инфляционный шок, то, по крайней мере, в первый момент инфляционного шока полезет в первую очередь дальнейший цикл роста, весьма вероятно, это на сталь и железную руду. Соответственно, в таких условиях мы действительно можем увидеть, как металлургов, в том числе Северсталь, могут очень серьезно вынести. Но опять же, это события, если они разворачиваются ближе к концу года, на текущий момент, я думаю, весьма вероятно, что цель, которая находится на 1900, она с очень высокой степенью вероятности будет выполнена в ближайшее время. Но я думаю, даже в ближайшие 2 недели. Менее вероятно, но возможно, движение на 1900 вот сюда вот, но это уже недели 3-4. Вот. И, соответственно, то есть выход за эту границу я пока никаких оснований для этого не наблюдаю. Соответственно, в какой ситуации этот чудесный сценарий не получит развития, если будет коррекционный откат и пробитие 1650. Если такое событие наступает, то вся эта конструкция ломается, и по Северстали мы идем искать поддержку на 1500. Так, друзья, далее Сбербанк. Смотрите, Сбер очень тяжел, тащить наверх его очень накладно, но вот судя по тому, как закрылась пятница, если у нас в ближайшие дни не будет повторного тестирования и пробоя 320, то даже Сбер могут вполне вероятно на этой неделе натянуть вот сюда. Вот цель движения находится, наверное, в районе 335, я так полагаю. На перехай его пока не вижу оснований для того, чтобы тянуть. Но здесь идея, с моей точки зрения, заключается в том, что если перехай будет взят, весьма вероятно его отсюда дотянут в диапазон 343-350. Итак, друзья, переходя по Сбербанку на часовой таймфрейм, что у нас получается? Идет поджатие, сейчас 328, соответственно, пробой диапазона 328-329,3.
И отсюда развивается движение, у которого цель будет 335-336, вот сюда, к этому значению. Да, цикл движения по Сберу пошел наверх, но единственное, конечно, то, что Сбер очень тяжел, вызывает вопросы относительно того, разгонит ли его наверх или нет. Масса идей, которые не отыграли, вот, и поэтому, ну, движение, конечно, с определенной степенью вероятности может произойти, но с моей точки зрения нефтяные бумаги и Газпром на этой неделе более интересны. Так, друзья, далее Озон. По Озону был вопрос. Но смотрите, у Озона интересная ситуация. Он висит, это дневной таймфрейм, на уровне 3900. Соответственно, на этом уровне висит. Если не будет коррекционного отката с пробитием 3850, то у нас как бы здесь есть все условия для того, чтобы на этой неделе по Озону была попыточка сходить вот сюда на 4100-4140. Так, друзья, далее НЛМК. Ну, смотрите, здесь ситуация схожа с Северсталью. Единственное, только, я думаю, она даже более благоприятна с моей точки зрения. Хотя почему-то на НЛМК внимания не обращают столь пристальное, как на Северсталь, на ММК. Но смотрите, здесь, я думаю, на этой неделе вот у нас цель движения 260. Она вполне может быть реализована. Соответственно, здесь, да, есть определенный момент, очень неустойчиво. Вот здесь набор позиций происходит. И, соответственно, если возникает коррекционный откат с пробитием 235, то вот этого движения мы не увидим. Если такого отката нету, есть все условия для того, чтобы вот это движение произошло. Да, тут, скажем так, такого устойчивого набора позиций, как у Северстали, нету. Но у НЛМК здесь значительно больше амплитуда движения, который может произойти. Поэтому с точки зрения соотношения прибыль-риск, я думаю, НЛМК на этой неделе более интересен, чем Северсталь. Хотя у Северстали картина практически кристальная на графике. Так, друзья, далее по Русгидро был вопрос. Недельный таймфрейм ставлю. Но смотрите, Русгидро, она на текущий момент выстаивается. Была попытка неделю назад развернуть недельный таймфрейм, но эта попытка ничем не увенчалась. И сейчас, соответственно, на этой неделе Русгидро будет выстаиваться. И, наверное, на следующей или через неделю ее запустят тестировать вот этот максимум. Может ли произойти движение наверх на текущей неделе? Может. Для этого нужно, чтобы произошло пробитие 84.50. Если здесь пробой оформляется, то идет движение, у которого цель тестирования и пробой 88. Висит цель 94-95. И я думаю, в сентябре, если не разразится очередной кризис, Русгидро эту цель все-таки должно взять. Так, ну вот дневочка немножко такая неуверенная, то есть указывает на то, что Русгидро все-таки может немножко откатиться, но здесь в любом случае, если этот откат не приводит к пробитию 81.50, 81,5, то все эти откаты выкупаются, и все основания для движения на этой неделе, ну, наверное, все-таки на следующей или через неделю вот куда-то сюда, к этому значению. Так, друзья, ВТБ, вот он затаился под сильным уровнем 5,1 копейки. Соответственно, как только он его на этой неделе пробивает и начинает здесь торговаться, у него есть все основания сходить. Первая цель движения 52.50 и потом, соответственно, переписывание вот этого хая 5,5 копеек. Единственное, что может ВТБ все испортить, это коррекционный откат с пробитием 4,93. Если такое происходит, то его потянут вот сюда к нижней границе. Пока вероятность такого сценария, с моей точки зрения, маловероятна. И поэтому здесь его, скорее всего, сегодня-завтра будут пытаться натянуть на этот уровень, здесь проторговать и начать потихонечку запускать. Друзья, все, основные бумаги, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.